Всем привет, дорогие друзья, с вами Кирилл Саакаст и добро пожаловать на канал Crypto Gamers. В этом видео поговорим про новую NFT игру, это Picasters. Не так давно было обсуждение в телеграм-канале, где я спрашивал, кто во что играет, кто на чем зарабатывает, и всплыла эта игра. Огромное спасибо моему подписчике Скряги за то, что поделился. Picasters это своеобразный клон Axie Infinity. И тут уже нужно понимать то, что это плюс и минус. Плюсы, как вы понимаете, то, что разработчики могли проанализировать все допущенные ошибки по сжиганию SLP токена, к чему привело вообще падение NFT в стоимости Axie Infinity и падение заработка, после чего игра находится на стадии перезапуска либо RIP. Да, тут уже каждый решает сам, и мы скоро узнаем, кто был прав, а кто нет. Поэтому это нужно понимать, то, что это плюс данного проекта. Минус то, что это клон, идея не новая, и, соответственно, их может ожидать такая же судьба, потому что много было похожих проектов, это однозначно. Кто-то давал хорошую прибыль в начале, потом это все скатывалось. Посмотрим, что будет тут. В этом видео, скажу сразу, будет вложение в проект, заработок и плюсы, минусы мы подытожим, стоит ли заходить в данную игру или нет. Начнем с того, что огромный плюс то, что есть мобильные устройства, это iOS, Android, то есть игра уже адаптирована под мобильные устройства. Это всегда плюс, потому что за счет того, что люди могут играть с мобильного устройства, получается так, что может привлекаться большая аудитория, потому что если будет только ПК-клиент, в игру не будет заходить так массово. Это однозначно плюс. Дальше. Дорожная карта. Дорожная карта интересна тем, то, что Picasters это метавселенная Metaland. И они с 2023 года собираются делать каждые 6 месяцев новую игру, где должны использоваться их NFT и токен. Есть MLS, который будет использоваться внутри вот этого метавселенной. Посмотрим, конечно, как это все будет, потому что, как вы понимаете, многие пытаются запускать свою метавселенную, те же самые Axie запускают тоже метавселенную, но тут уже зависит только от реализации разработчиков. В партнерах я прям каких-то топов не вижу, поэтому здесь на это стоит тоже обратить внимание. Дорожную карту, друзья, мы проходить с вами не будем, потому что игра уже запущена, точнее, дорожную карту, white paper. Marketplace, скажу сразу, он не работает. Игра собирается, сейчас идет ОБТ, и запуск будет в начале июля, в первых числах, поэтому Marketplace должны к этому времени исправить. В приложении, естественно, Marketplace работает исправно. И давайте перейдем к самому интересному. Посмотрим геймплей, посмотрим старты вложения и посмотрим заработок в день и, соответственно, ежемесячный. Начнем с того, как вообще выглядят пикастеры. Пикастеры похожи там и на покемонов, и на Аксей, то есть они также летают. В Аксях, кстати, это потом убрали, но это как бы потеряло изюминку. У нас также есть 4 умения, есть энергия, есть урон, есть защита, и каждая карта за что-то отвечает. Есть дамажные скиллы, есть комбинированный урон-хил, есть более защитные, поэтому здесь будет зависеть от частей тела, то же самое. Вначале появляются обычные яйца, которые как бы генезисные, скиллы рандомные, за счет этого один аксик скрещивается, точнее один пикастер скрещивается с другим, и получается у него скиллы. Каждый скилл можно будет привить, то есть поначалу это все рандом. Кто играл в Axie Infinity, понимает, что на первой стадии никаких супер комбо ни у кого нет, просто солянки покупаешь и играешь, потому что пока какие-то полноценные фермы выведут чистый ген, это будет еще не скоро. То есть здесь нужно не один цикл на это потратить. Начнем с того, какие есть параметры. Жизни отвечают за количество здоровья нашего пикастера и количество урона, который он может впитать. Скорость, поскольку у нас пошаговый карточный бой, скорость отвечает за ход нашего пикастера. Если у нас 56, допустим, здесь 40, то есть 56 будет ходить, соответственно, быстрее. Не всегда скорость это хорошо, нужно это понимать, когда вы будете обращать внимание на ваших пикастеров, потому что зависит от ваших синергий. Потому что много карт, которые, допустим, дамажат по вражескому пикастеру, если у вас скорость меньше, у вашего оппонента скорость больше. То есть есть от этого тоже взаимодействие с карточками. Финос отвечает за силу критического удара. То есть чем сильнее у нас, когда у нас срабатывает критический удар,
чем больше финес, тем сильнее этот будет крит, то есть цифры будут намного выше. Дальше Виц отвечает за накопление критического удара. То есть в игре у нас получается нет рандома, как было в Axie Infinity, когда мы могли критануть раз, два, три и 4 подряд и выиграть бой за счет просто рандомных критов. Тут криты накапливаются, это позволяет нам больше ориентироваться под киберспортивную составляющую. Кстати, в Axie Origin там рандомных критов тоже нет, поэтому эту механику уже здесь учли. Это, конечно, всегда плюс. Начнем с того, сколько же стоят сами пикастеры. Давайте зайдем в Marketplace, посмотрим low price. И самые дешевые пикастеры стоят у нас в районе 89, 99, 90. Дальше идут 92, то есть они все, как вы понимаете, с рандомными скиллами. То есть где-то плохо играбельные, у которых две нулевки, где-то уже более-менее. То есть тут, понятное дело, по большей части супер пикастеров вы не найдете, но и чтобы вы понимали, на арене играют абсолютно всем мусором, который просто есть, да, то есть мусор имеется в виду какие-то слабые скиллы, просто составляешь синергию и играешь, поэтому здесь никто сейчас не запаривается, покупает абсолютно любых, то есть минималка, как вы видите, ну, примерно $92. Для того, чтобы полноценно играть, вам потребуется сколько пикастеров, то есть в Axie Infinity это было 3 штуки. Скажу сразу, боевка происходит здесь 5 пикастеров можно использовать в бою. Поэтому, если вы купите просто 3 пикастера, вы на арене не будете выигрывать, потому что основной заработок все-таки идет с арены, как было в Axie Infinity. Поэтому надо ориентироваться на 5 штук. То есть 5 штук это минималка, которая позволяет нам уже зарабатывать нормально в игре. 5 пикастеров нам дают 20 энергии. То есть нехитрыми подсчетами, если мы, получается, так... Нехитрыми подсчетами, если, допустим, там 92, ну $93 можно там умножить на 5, то есть вход в игру будет составлять $465 на текущую ситуацию. Как будет позже, да, не знаю, может быть цена и вырастет, может быть упадет ниже, тут, конечно, нужно смотреть уже по динамике. $465. Какой же профит можно зарабатывать в игре? Большинство заработка, кто, допустим, не играл в Axie Infinity, похожие проекты, идет именно с арены. Чем выше у вас рейтинг на арене, тем больше вы получаете токена. Перейдем сразу сначала к токенам. В игре присутствует 3 токена. Это RBC, SRBC и MLS. RBC это своеобразный SLP, который добывается больше всего в игре. Это основной источник заработка. Дальше SRBC это своеобразный AXS и MLS будет использоваться во всех будущих проектах Металенда. То есть в других играх, которые будут выходить, этот токен будет присутствовать. Это как бы внешний токен, а это внутренний, который будет использоваться в пикастерах. Можно сразу посмотреть цену, то есть RBC стоит 0.96. За последнее время он пошел чуть-чуть выше. Но если общую динамику наблюдать, пока мы видим небольшой спад. То есть потихонечку идет ниже. Это, естественно, нехорошо. Дальше SRBC. То есть цена такая тоже более плавающая, но последняя динамика как будто идет ниже. И последний токен MLS. То есть был, ну, на старте понятно, что всегда цены большие. И потом потихонечку тоже видим пока динамику не слишком хорошую. Поэтому здесь нужно на это обратить внимание. Есть ощущение, что пока больше льют в стакан. Нужно это понимать. Как я уже говорил, основной заработок идет с арены. И чем больше у нас рейтинг на арене, тем больше мы зарабатываем токена RBC. Давайте сразу посмотрим табличку, которая отвечает за заработки токена от рейтинга. То есть у меня рейтинг сейчас 1300-1499. То есть я зарабатываю по 10 токена RBC, его стоимость 0.095. Но для округления, для общего счета я поставлю как бы 0.10 центов, чтобы по факту мы за бой получаем $1. А так получаем 0.95 центов. Ну ладно. Если я сейчас войду чуть выше, я буду зарабатывать больше токена. Я буду считать все подсчеты, я буду вести на рейтинг 1300-1499. Почему? Стартовый рейтинг 1200. Перейти на 1300 здесь не составляет никакого труда, потому что это как было в Axie Infinity, когда любая домохозяйка могла играть спокойно и зарабатывать. Потому что сейчас нет никаких мет, нет синергии, нет комбинаций, просто берут любых пикастеров, выкидывают скиллы, соответственно, у кого получается лучше, тот идет в топ, кто справится хуже, зарабатывает меньше, то есть это нужно понимать.
Дальше, на чем еще можно зарабатывать в игре? То есть я буду делать расчет из 5 пикастеров, это 20 энергии. В день мы можем делать при винрейте в 50%, то есть зарабатывать 9,5 долларов. Потому что если бы был по баксу, это было бы 10 долларов. Да? 10 побед, 10 долларов. Ну так будет 9,5 долларов в день при 20 энергии. Дальше, откуда идет заработок еще? Естественно, компания. Как вы помните, в Axie Infinity большая часть заработка была с PvE. И это потом убрали, но разработчики были слишком медлительны. За счет этого фермы в большом количестве ботами просто вытаскивали огромное количество SLP с этого режима. Здесь ситуация следующая. В день мы можем зарабатывать всего лишь 15 токена RBC. То есть если по доллару это 1,52. Я буду считать по 0,95, это 1 доллар 42 цента. Да, есть еще всякие надбавки типа убийства босса дают здесь, но я это, честно говоря, не занимаюсь. Я здесь провожу всего 5 боев и, соответственно, здесь закрываю полностью весь PvE. Получается, можно зарабатывать 1,42. Дальше, ежедневный квест. Зарабатываем опять 1,42. Выполняется он просто. Одна победа в кампании, 3 победы на арене. То есть это сделать как бы все просто. Еще что интересно, есть еженедельный квест. Кстати, в Axie Infinity так его не добавили. Здесь награды и задания, естественно, лучше и сложнее. Здесь за победу можно заработать уже 30 токена RBC. Если полностью закрываем, это плюс еще 50 и сверху еще 200. То есть 200 это 19 долларов. Скажу сразу, что в расчетах я не брал вот этот последний сундучок. Почему? Потому что если вы купите 5 пикастеров, его закрыть будет нереально. Почему? Во-первых, здесь есть задания, которые будут нужны под определенных пикастеров. То есть, допустим, отхилять количество хп раз, нанести урон с проклятий это 2 и так далее. То есть эти задания, если у вас не будет нужных пикастеров, вы просто не сделаете. Поэтому ориентироваться надо на 2 сундука. Это дополнительно плюс еще 80 токенов RBC в неделю. То есть это примерно еще около доллара с небольшим. Дальше я уже покажу табличку, да, чтобы это я просто рассказываю. А то сейчас доллар тут, доллар там, а в конце, там, не знаю, каждый день по сотке, да, зарабатываем. На чем еще можно зарабатывать? Дальше это босс челлендж. Что это такое? Каждый день у нас есть разные боссы. За счет заданий, которые мы выполняем, мы зарабатываем еще токен. Есть разные места. Допустим, я занял вчера, точнее, выполнил одно условие, убил 5 таких монстриков, я заработал еще 1,42 доллара и еще как раз таки заработал половину токена SRBC. То есть цена токена был доллар 18, как я показывал, то есть я заработал половину, это по факту там 0,5 дополнительно. Если бы сделал больше, заработал бы больше. Но поскольку я ориентируюсь на 5 пикастеров, это уже на самом деле для тех, кто больше вложился в игру. Здесь получается тоже заработок примерно 1,90 с чем-то центов. То есть, в принципе, вот такие вот подсчеты. Давайте покажу более наглядно в табличке, как это все выглядит. То есть за арену мы получаем 9,51 при 50% винрейта, то есть здесь 1,42, 1,42. Здесь мы получаем 7,6 за неделю и 1,085 в день. А если закроем еще полностью квест еженедельный, в чем я, конечно, сильно сомневаюсь, почти нереально, это плюс 19, в расчет не идет. Босс 1,92, и в итоге мы зарабатываем 15 долларов 30-35 центов. Это в сутки. В месяц получается 460 долларов при вложениях в 465. То есть по факту мы отбиваем свой аккаунт почти за месяц. Это, как вы все видите, естественно, берутся в расчеты самые плохие показатели, то есть 50% винрейт. По факту, скорее всего, это будет 55, там 60, у кого как. И рейтинг, если будет выше, соответственно, больше вы будете зарабатывать. При этом, при всем, я, естественно, не беру какой-то заработок дополнительный там с арены, который можно войти в топы. Это все уже, да, больше под киберспорт. К слову, допустим, мой винрейт составляет, даже не знаю сколько, напишите в комментариях. То есть у меня 42 победы, 24 поражения. То есть, конечно, у меня в этом плане пока хорошая динамика. Что можно еще интересного здесь, наверное, рассказать?
Я, наверное, расскажу еще про энергию, потому что мало пока затронул эту тему. У меня получается 10 пикастеров, это дает 40 энергии. Кто играл в Axie Infinity, понимает то, что столько боев проводить это очень долго, и не каждый на это решится. Если мы приобретаем себе 15 пикастеров, у нас получается вообще 65 энергии, то есть не 60, а еще на 5 больше. И складывается такое, да, ощущение, блин, да это целый день бить за такие как бы суммы, нафиг оно надо. Здесь есть одна такая хитрость, это x2 энергия. При 15 инфите она врубается, то есть нам награды будут даваться в 2 раза больше за победу. То есть если проигрываем, соответственно, теряется опять больше энергии, рейтинг при этом не дается x2. То есть это позволяет нам сыграть не 40 боев, а 32 боя. То есть такая интересная система, чтобы времени сократить, увеличить свои доходы, можно сделать такую манипуляцию. Но это уже на самом деле кто хочет, соответственно, больше зарабатывать. Я делал подсчеты, как я уже говорил, при 5 пикастерах мой заработок, естественно, выше. То есть мой заработок составляет не $15, я считал примерно 26 с небольшим. То есть я накинул тоже 50% винрейт, просто у меня игр, соответственно, больше на десятку. То есть, точнее, на 10 побед больше. У меня будет 20 побед, это я считал. Примерно там 25,6, по-моему, что-то выходило баксов. А дальше, что еще есть в игре? Есть дерево вот такое. Дерево нам нужно для прокачки наших пикастеров. То есть здесь, когда мы будем прокачивать пикастеров, можно будет получать дополнительные статы к ним. Небольшие бусты, но если мы будем играть весь сезон, там, допустим, нам прибавится там 4 здоровья, там пару скорости, то есть это сыграет на дистанции. Прокачивается это здесь, мы тратим как раз таки фрукты, зарабатываем вот этот опыт переливаем сюда. Дальше здесь есть уже траты RBC токена, как после того, как мы будем тратить RBC токен, чтобы увеличить наши статы, то есть здесь своеобразное сжигание. Здесь нам будет немножко вот добываться, то есть такая будет конвертация, но это уже для тех, кто хочет, называется, углубляться и пытаться тащить на арене. Давайте посмотрим вообще, как выглядит сам бой, для того, чтобы понимать, интересный или нет, и почему 5 пикастеров здесь. То есть, как видите, давайте сейчас, наверное, покажу более наглядно. То есть, при создании новой команды у нас есть 6 слотов, и есть первая троечка, допустим, я ставлю вот этого бойца, ставлю вот этого бойца и ставлю так. То есть, это стартовая команда, которая у нас будет. Эти 3 пикастера будут первые, которые показаны, и у нашего соперника будет таких тоже 3 штуки. После того, как один из них, любой, умирает, у нас идет такое дополнение в виде еще одного пикастера. Еще один умирает, будет последний слот. То есть в итоге будет задействовано 5 пикастеров. И отсюда будет разная стратегия. Как мы их куда поставим, кто каким будет выходить, какие взаимодействия. То есть очень большой простор именно для PvP. Это, конечно, круто, как я считаю, потому что мне лично пошаговые бои нравятся. Тем более, когда ты играешь против реального соперника. Ну и давайте посмотрим, как выглядит бой, наверное. То есть у меня рейтинг 1484, если сейчас сделаю победу, у меня уже будет насыпаться после 1500, будет насыпаться по 12 токена. То есть, видите, вот так меня ставят мои бойцы, вот бойцы моего соперника. Что круто, у нас есть энергия, которая показана. То есть в аксиях нужно было ее считать, здесь такого не надо делать. То есть, понятно, что карты нужно разбираться, что какая делает. Так, есть ли у него водные спеллы? Водный спелл один есть, водный спелл второй есть. Делаю так. То есть происходит удар. Здесь, как вы видите, показано, кто каким бьет. Сейчас я еще одну энергию получу, потому что у меня есть местная лейка. Кто помнит, ставь лайк. Что интересно, как видите, здесь, видите, вот эти полоски, это крит. Так, отлично. То есть он меня убил, заработал дополнительную энергию, и еще у него следующая атака это будет 100% крит. Поэтому здесь такого нет рандома. Здесь чисто уже нужно понимать, как ты будешь добивать. Дальше там, допустим, от фитнеса будет сила крита. У некоторых сильный очень крит, у некоторых слабее. Так, поехали. Так. Я сейчас играю так, более бездумно. В плане оправдания своих ошибок, сразу скажу. Так, одну энергию сожгли, хорошо.
помните, как в старых аксях, да, там кричишь крит, 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 крит. Типа в надежде. Вот получается, у меня вот это последнее осталось, мои 3 героя, а у него еще один остается, который вот в конце вылезет здесь. И это проблема, как минимум. Так, у меня получается, вот смотрите, у меня 100% крит, да? Делаю сильным умением. Так, так. Здесь, наверное, скип. Так, он одну, кстати, карту потратил, 40, это нулевка у него. Выживает. Странно, он, кстати, использует как-то не очень понятно. 2 нулевки. А, он типа копит энергию, думал, я добью того и того, а в итоге вообще никого не добил. Классика. Так, ну let's go. Так, это походу... Так, убили. И вот видите, он остается на одном ударе, а у меня, получается, есть обход. Я могу попробовать его убить. У меня есть карта, которая обходит это существо. Если он ничего использовать не будет, по идее я его могу убить. Надо ли это делать? Тоже хороший вопрос, но давайте пробовать. Поехали, поехали, карты. Вот видите, он его не защитил, и мы так раз его и убили. Считаю, вполне неплохо. Правда, у него воровство энергии есть. Сейчас у меня сворую 2 энергии, это будет плохо. А, он меня не своровал, потому что у меня нет энергии. Ну и тогда хорошо. Так, есть крит, но нет карт. Так, можно подхиляться. То есть, видите, боевка интересная, скажу честно. Ну, лично для меня, конечно, не буду говорить, что она для всех будет она интересная. Потому что это, наверное, будет объективно неправда. Здесь не заходят карты. Я могу, конечно, попробовать пропустить ход, чтобы потом убить вот этого бойца. Рискованно. Ну, давайте попробуем. Это, наверное, ошибка, потому что здесь он первее ходит. А нет, я, наверное, попробую сюда весь урон влить. Наверное, как-то так. Видите, он жадно сыграл. В итоге сейчас мы накажем его. Крит был не рандомный. Здесь ошибка моя, потому что я энергию не получил. Это плохо, друзья. То есть вот это реально была большая ошибка для меня. Так, он использует одну карту жадно. Я сейчас ему уничтожу энергию. То есть мы на равных, и у меня хп больше. Сделаем замедление одно. Наверное, даже замедление вот так сделаю. Вдруг он будет пропускать ход, чтобы ему энергию уничтожить. Да, видите, он пропускает, чтобы накопить. А я ему не даю накопить. Я еще замедлил его. Теперь я хожу быстрее. И это победа. 12 токенов теперь я зарабатываю. Вот такой вот бой. Скажу честно, мне интересна такая боевка. То есть, но это уже, как вы понимаете, кому-то будет интересно, кому-то нет. Перейдем к последней, завершающей фишке этого видео. Плюсы и минусы данного проекта. Подытожим. Дальше уже, конечно, каждый сам решает, есть смысл, нет смысла и так далее. Плюсы. Интересная боевка, то есть интересно играть. Это, конечно, в блокчейн-играх недостающее звено и то, что покорило в свое время еще Axie Infinity. Дальше. Хороший заработок. Я считаю, что на медвежьем рынке такой заработок это очень хороший при таких вложениях. Дальше, продвижение проекта. Уже большое количество видео тоже есть по пикастерам, и видно, что проект набирает обороты. Любая игра, любой проект, если освещается в медийности, соответственно, может взлететь как степ. Дальше, выход новых игр каждые 6 месяцев. То есть они собираются делать свою метавселенную. И если все у них получится, это, конечно, хорошая перспектива. Посмотрите на тот же самый Mobex, то есть игры входят. И это, естественно, большой всегда плюс, когда игра и метавселенная идет рука об руку. Минусы. Это не новая идея. Соответственно, мы понимаем то, что это не привлекает игроков, которые уже проходили все эти грабли, да, натыкались и так далее. У клонов плохая судьба. Большинство проектов, которые были как Axie Infinity, они загибались, там аудитория не набиралась, соответственно, не шла циркуляция брида, заработка и так далее.
токен идет вниз. Пока динамика такая, складывается такое ощущение, что токен чуть-чуть проседает. Если так будет, соответственно, окупы могут увеличиваться. Если токен начнет набирать вверх, окупы, соответственно, будут ускоряться. Тут зависит только от комьюнити. И дальше, плюсы и минусы, это медвежий рынок. Здесь нужно понимать то, что сейчас многие ушли в стейблы, ожидают именно осени, когда будет бычка, и там будут проекты, конечно, уже стрелять по-другому. Но разработчики не боятся выпускать продукт на таком рынке, это, конечно, дает определенные надежды, то, что они понимают, что они хотят делать. На этом, в принципе, все. Также стоит добавить то, что до конца этого месяца, кто зайдет в проект, у них идет ивент одного временного пикастера, они дадут до конца месяца. То есть, допустим, вы можете купить 4 пикастера, одного дадут временно. Это позволит вам играть чуть меньше недели, соответственно, вложить меньше в проект. Но это такое. На этом все, друзья. Пишите в комментариях, что думаете. Всем спасибо и удачи!